Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня мы высадим огурчики, которые мы сеяли в начале апреля месяца. В описании мы это обязательно напишем. Это у нас экспериментальные 3. Ну и еще есть часть, остальные огурчики мы уже высаживали сразу же после сожженного пути полнолуния. Все более подробно, сроки я все это опишу. А сейчас мы решили... Сегодня 6 мая, в хорошем знаке для посадки, мы можем сейчас сделать очень важную работу. Уже для ранних огурчиков высадить огурцы вот эти. Тем более, что, смотрите, они уже имеют хорошую корневую систему. Видите, уже из горшков вылезают. И в теплице тепло. Температура здесь достаточно высокая. Днем у нас очень тепло. Ночью плюс 8. Иногда перед утром там плюс 6 несколько дней было, холодно. Поэтому мы решили, что мы здесь сейчас посадим вот эти 6 мая, эти огурчики, которые у нас экспериментальные пораньше. Огурчики у нас Арктика. Наши любимые, это партенокарпические огурцы, которым не надо пчелы, не надо никакие другие помощники, опылители. Они натурально работают, партенокарпик специально создан для этих целей. Нам нужно для того, чтобы посадить, мы высаживаем в теплице. Есть у нас вот такая уже смесь, я перемешала. Сейчас покажем, как мы это готовим. У нас мясо рыбное, мука, мясо костное, рыбное и кормовые дрожжи, которые мы закупили заранее осенью. Итак, нам снова же, мы с осени заготовили, нужны кормовые дрожжи 1 к 1. Мука рыбная, борошно рыбное, а также мука мясо костная. Это очень хорошие кормовые минеральные добавки для всех видов животных и птиц. Мы покупаем в магазине для животных. Ветеринарная помощь. И вот это все по 1 килограмму мы сейчас засыпаем в таз и готовим вот это прекрасное удобрение. Натуральные удобрения для того, чтобы получать качественные, экологически чистые плоды. Это питание очень нравится растениям. Мы уже это испытали. И так засыпаем таз. Вот она. Сначала рыбная мука. Не имеет значения, в каком порядке это делаем. Высыпаем. И кормовые дрожжи. Это уникальная штука тоже хорошая. Здесь у нас тоже питательные вещества очень хорошие. И они сделаны на вот этих кормовых высевках, так называемых. Вот так вот. А теперь обязательно нужно все это перемешать. А теперь под каждый огурчик набираю пол-литровую банку вот этого удобрения. Корневая система у огурцов в верхней части размещена и вокруг вот таким образом. Поэтому я делаю так вот, рассыпаю как можно больше вот это место. Сделала ямку от стенки 50 с одной стороны и с другой стороны. Ну и у нас есть еще очень важный вот такой хороший компонент. Это удобрение, в котором есть все нужные тоже питательные вещества. Огурчики очень любят его. Тоже пол-литровая банка курника. Тоже вот в этой области. Видите, я не в одну ямку, а вот именно вокруг вот этого все это удобрение размещаю. Ну а теперь все это очень хорошо нужно перемешать. Для того, чтобы корневая система доставала с разных сторон вот эту питательную смесь. Хочу сказать, что мы не только сейчас вот это удобрение используем. Мы еще осенью, после того, когда собрали урожай. Кстати, здесь огурцы с помидорами растут и уже много лет. И на этом одном месте мы всегда осенью закапываем или зеленую массу, или же солому, как было в прошлом году. И вот здесь вот солома уже практически почти вся разложилась. Видите, какая черная, красивая, богатая всеми питательными нужными веществами почва. Вот, мы прекрасно вот это все сейчас размешали, перемешали. Ну и придется еще раз, конечно же, вымереть, найти ту
золотую середину, где будет расти огурчик. Вот, смотрите, какая прелесть. Просто я думаю, что понравится, потому что мы это делаем уже много лет и всегда хороший урожай получаем. Вот подтверждает даже горлица. Она все время у теплицы сидит и все время комментирует. Итак, мне нужно 50 сантиметров от стенки. Сейчас. Отсюда 50. Так. И отсюда. Вот здесь у нас будет огурчик по центру. Я еще раз напоминаю, что мы не поливаем, мы заранее заливаем почву, не поливаем во время посадки наши огурчики. Когда-то мы это делали, но они сейчас и ночи холодные, и даже теплая вода все равно будет охлаждать, и это не тот эффект. Вот им нравится, когда мы их вот так высаживаем. Итак, горшки у нас очень большие, здесь 3,5 литра. Вот. И теперь аккуратненько, еще не готово. Надо вообще-то прямо перед посадкой поливать, для того, чтобы вытянуть его удачно. Вот, смотрите. Вот какая красота. Вот какая корневая система. Шикарная система. Белые корни, не пересохшие. И теперь высаживаем. О! Вот таким образом. О! Смотрите, все удобрения здесь у нас во всех частях почвы. И вот здесь, где будут затем корни, здесь, в этом районе, пространство где-то получается сантиметров 50, вот у нас здесь удобрение. Ну и плюс удобрение у нас с осени. Вот это работала закопанная солома. И вот только остается прижать. Все, вот это огурец у нас посажен. И хочу дальше показать. Меня просили, чтобы не первый, только показывать, как дальше по технологии. Значит, по технологии мы здесь определили 50 сантиметров, а вот между огурчиком мы будем ставить 60 сантиметров. Почему? Потому что у нас в один стебель мы выращиваем. А раз в один стебель, то, вот оно здесь будет вот так, то будет вот так ложиться вот этот один стебель, затем солома будет на соломку. Вот, поэтому нам надо и с этой стороны сантиметров 30, и с этой стороны сантиметров 30. И вот следующий у нас огурчик как раз вот здесь будет. Ну, предварительно мы сейчас снова же сделаем вот эту подкормочку. Сейчас мы ее снова же баночка. Пол-литровая баночка. Это мерка для огурца. Обязательно для каждого огурца пол-литра вот этого удобрения. Видите, практически вот там, где будут огурцы, вся эта почва у нас будет полностью напитана этими удобрениями. Теперь берем пол-литровую баночку курника. В чем прелесть вот этих удобрений? В том, что они не сразу расходуются растением. Постепенно идет вот это расходование. Сколько нужно, столько берет растение себе и питается вот этим прекрасным удобрением, в котором есть буквально вся таблица Менделеева. Все, что необходимо растению. И корешочки берут ровно столько, сколько им нужно. Видите, даже соломка, видите, осталась. Мы очень большое количество соломы здесь закапывали. Здесь, видимо, меньше водички было. Но это даже хорошо. Огурчики любят, чтобы земля была пушистая, чтобы там был воздух, чтобы можно было быстренько наращивать корневую систему. Вот это они прекрасно все делают, когда вот созданы для них нормальные, их любимые условия. А любимые условия — это хорошая питательная смесь, тепло должно быть. Ну и первый полив, мы об этом тоже расскажем. Хотя мы для всех овощных растений делаем одинаковый полив с молочком. И у нас это еще будет... У нас для помидоров уже было видео. А сейчас мы пока высаживаем рассаду огурцов. Итак, еще раз меряю. Здесь у нас вот 60 сантиметров. 60. Вот таким образом.
Вот. И тут нам надо 50 от стеночки. 50. Вот, отлично. Вот она, наша мерочка. Арктика очень урожайный огурец. Мы уже, я не помню даже сколько, с 2014 года, по-моему, первый раз его посадили. И с тех пор мы только Арктику, я заранее даже покупаю, для того, чтобы вот этот огурчик у нас рос в нашей теплице, плодоносит, кстати, и устойчив против различных вот этих климатических перепадов резких, качелей. Вот таким образом. Еще тут у нас не... Ну что, будем еще один высаживать. Вы видите, между растениями, снова же, для каждого способа есть свой подход для посадки огурцов. Разные сорта по-разному. Это у нас не пчелоопыляемый, это партенокарпик. Кстати, смотрите, тоже, видите, корневая система, уже пора перевалку делать. Но мы сделаем перевалку уже прямо в землю. Во, смотрите, какая прелесть. Это просто чудо. Тоже высаживаем. Огурец можно не бояться, немножко можно углубить. Это даже даст возможность образовываться дополнительным корням. Вот здесь не должно быть пустоток. Как хорошо, когда земля заранее увлажнена. И что происходит, если бы мы полили вот в этом районе при посадке? Корневая система тут бы и сидела бы. Она ленивая. Ну, растение это тоже живая душа, только в виде вот зеленых растений, которые проходят очень важную степень осознания и эволюции на Земле. Это тоже частица Творца. И они тоже, как и человек, могут быть ленивыми и не давать урожай. Но снова же нужно правильно, в благоприятное время сеять, высаживать, все это делать. И обязательные условия, вот должна быть теплая почва. Кстати, у нас почва вот здесь уже 23 градуса. Сегодня я мерила градусником вечером, и больше это днем было. Вот. Теперь смотрите, эта технология, да, это схема посадки. Чуть-чуть получается, что туда дальше, чуть-чуть. Вот сюда. Вот. Что мы еще можем сделать? Так как у нас еще холодные ночи, мы поменяли поликарбонат в теплице этой, новый, и остались куски такие. Поэтому мы не выбросили. Александр Федорович всегда очень щепетильно ко всему подносится. И вот здесь у нас, видите, от стеночки вот мы облаживаем еще и вот этот слой поликарбоната, который тоже создает своеобразное тепло. Ну и сама теплица. Здесь тепло, здесь уже растут помидоры. И нормально все себя чувствуют. И рассада новая растет. Здесь нагревается хорошо почва. Можете, вот Александр Федорович сейчас покажет. Здесь, видите, от огурцов до помидоров у нас получается 110 сантиметров. И умещаются и помидоры, и вот этот ряд огурцов. Партенокарпическая, Арктика, высокоурожайный огурец. Ну и помидоры. Уже много лет не только мы так выращиваем, и наши подписчики, зрители, и они тоже рассказывают о том, что у них прекрасно уживаются и помидоры, и огурцы. Вот эти современные сорта не болеют, им подходят одинаково эти условия, которые у нас созданы в теплице для помидоров, для огурцов, чтобы они хорошо росли и плодоносили. Сегодня высаживают огурчики, я вот эти 3 высажу, и высажу еще парочку тех, что позже. Просто хочу посмотреть, как они себя покажут, а остальные будут пока в горшках находиться. Мы хотим посмотреть, какие сроки все-таки на следующий год выбирать лучше, потому что все меняется, и мы сейчас активно используем солнечный календарь, а по солнечному календарю немножечко все по-другому происходит. Ну что ж, прощаемся с вами, до нового видео. Желаем вам всем мира и добра, а также желаем крепкого всем здоровья и вам хорошей, наконец-то, погоды, которая уже должна наладиться после 11 мая. Ну что ж, пока-пока, будьте здоровы еще раз.